Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что дождались из такого недлительного, но все равно, да, определенного именинного отпуска. Мы возвращаемся в режим прямых эфиров. Пламен Пасков на связи прямо сейчас. Пламен, приветствую. Приветствую вас и вашу растущую весеннюю аудиторию, несмотря ни на что. И хотя у нас и у вас весна на самом деле, в самом шикарном своем виде, что называется, то военные, политические, геополитические тучи продолжают сгущаться, и виден какой-то сплошной тупик двух войн. И Украину-российская, и Ирану-американу-израильская. Там вообще-то тупик конкретно. Я думаю, что мы об этом поговорим, но это уже, что называется, у вас руль, вы управляете кораблем. Давайте рулить, потому что, знаете, тупик тупиком, но будем откровенны. Последние заявления Трампа не вселяют какой-то уверенности в чем-то, таком эпическом, то, как он это говорит. Говорит, вообще обиделся, говорит, слушайте, мы войну выиграли, а Ормузский пролив Иран блокирует. Как так? Как так происходит? В общем, феерические заявления, не без Украины здесь. Друзья, прямой эфир, это означает, что можете свои вопросы оставить для финальной части программы. Это можно сделать непосредственно в сообществе YouTube, можно в закрытом клубе зрителей Шелеста, можно вот прям в чате, вживую, но в финале, потому что за время эфира убегут ваши вопросы, я их просто не замечу. А чтобы ничего не пропустить, конечно, подписывайтесь и не забудьте лайк поставить. В общем, с опроса начнем нашего сегодняшнего эфира. Он звучит следующим образом. Полетят ли иранские ракеты по Украине? Вот как вы думаете, варианты? Да, Зеленский допросится. Нет, но по партнерам НАТО полетят. Уже летят дроны, так точно. Или мне все равно. Полетят, не полетят, это на скорость не влияет, на все происходящее тоже. Пламен, давайте с этого начнем, потому что Зеленский говорит, я не боюсь. Я не боюсь, да, говорит, мы помогаем, 3 группы там тоже какая-то интересная ситуация. Говорит, 3 группы специалистов отправили на Ближний Восток, но с ними как-то данными не делятся. И они говорят, если поделятся данными, они включатся в процессы, будут тоже все сбивать. Как-то это выглядит, мягко говоря, не очень убедительно. Что скажете по поводу иранских ракет, вдобавок к российским? Возможен ли обстрел Ираном Украины? Пока ответ 2. Только по этим демонократам, что называется, имеется в виду региональных, потому что до европейских континентальных вряд ли дело дойдет. То есть иранские ракеты чисто технически 2,5-4 тысячи километров уже могут. Вопрос в том, что у них это мало, количество пусков в пределах до 20 в день, из-за нехватки то ли ракет, то ли и пусковых установок, то ли только пусковых установок. И поэтому, наверное, на сегодняшний день Зеленский вынужден с ним согласиться. Он правильно сказал. Однако, если там помощь, что называется, будет углубляться, расширяться, масштабироваться, я имею в виду китайскую, может быть, даже и российскую, и какое-то производство этих иранских ракет все-таки наладят, ровно так же, как, например, то ли Украина наладила производство дешевых FPV, причем многократно за последние пару-тройку месяцев, то ли ей помогли. Неважно что, но они там, линия уже выровнена, и уже количественное преимущество российских вооруженных сил в личном составе уже, можно сказать, нейтрализовано путем насыщения вот этой действительно стеной дронов, о которой писал Залужный еще пару лет назад, что называется, статью. Оказывается, он был прав, потому что человек вояка, человек офицер, человек генерал, человек профессионал. Можно по-разному к нему относиться, но человек профессионал, уважать стоит. А сейчас, на сегодняшний день, очевидно, те ракеты, которые Ирану удается запускать, они стараются бить именно по тем, которые им важнее. Им важнее монархия, им важнее Израиль. До Израиля вчера за весь день всего 2 ракеты, но остальные пришлись там, конечно, на монархии, и они фокусируются главным образом на Ормузский пролив. Так что на сегодняшний день ваш опрос ответ 2. Но с учетом того, что мы сейчас обсуждаем с вами скакающую, галопирующую лошадь, и к моменту, когда наши ребята будут смотреть обработанное видео там через несколько дней, либо будут смотреть этот наш ролик, который мы сейчас записываем 17.03, люди постоянно просят, скажите, когда вы вообще-то запись делаете, 17.03 мы это делаем, то
если вы это посмотрите недельку спустя, внезапно может оказаться так, что наш ответ мимо, ошибочный, и уже настает. Нет, Пламен, я бы не сказал. Смотрите, ситуация на самом деле развивается, ну, вы говорите, галопирующая лошадь, но у Трампа не получается. Мы видим, что не выходит. Его не поддерживают страны, которые, казалось бы, должны, помните это выражение, к ноге хозяина припасть. Франция тут вроде объявили, все, идет Ормузский пролив блокировать. Потом говорят, нет, никто никуда не идет, успокойтесь, никого не трогаем. Мы наш авианосец держим в восточной части Средиземноморья исключительно для того, чтобы, как бы, знаете, отбиться от чего-то возможного, что будет лететь со стороны Ирана. В Красном же море, тут Нью-Йорк Таймс ошарашила всем, на Джеральде Форде ЧП, загорелись, в общем-то, отсеки, 600 кроватей как бы моряков, матросов погорели, им негде спать, то есть гасили это все достаточно долго, и получается, что вот все как-то вот это не складывается, все не складывается. Плюс очень интересно развивается история, которую я хочу, чтобы вы отдельно прокомментировали, не только по поводу военной мощи и, ну, какого-то там союза, да, там, поддержка Трампа. А что вообще с лидерами происходит? Ну вот, никто не видел нового аятоллу, сына Хаменеи, и Трамп говорит, мы не знаем, что с ним. То есть глава, да, самой мощной, ну, как принято считать, воинственной страны, в военном плане страны, говорит, мы не знаем, есть Хаменеи, младший, нет его, то есть непонятно, тут пускают слухи разные по интернетам о том, что чуть ли он там не в Подмосковье сидит, в общем, в Россию эвакуировали его, но опять-таки это там сообщают, это очень непроверенная история. А вместо этого, где Нетаньяху? Так бог его знает, где Нетаньяху. Показывает, я на заправке кофеек пью, у меня 5 пальцев, смотрите, 5. То есть и тут же сразу нейросетка подтянула и сделала и Ким Чен Ына в этой же кофейне на заправке, и самого этого Хаменеи, и тоже у них 5 пальцев. Мы входим в этап не просто неопределенности, а какой-то абсолютно, ну, скажем так, сплошной информационной дезы на фоне вот этих уничтожающихся верхушек. Но к итогу какому-то это не приводит. То есть Ормузский пролив как закрыт, так и закрыт. Цены на нефть как вот это дрожат, прыгают, так и это все и продолжается. Трамп всех успокаивает, говорит, спокойно, спокойно, мы зависим только от этого дела на 1%. Так, а есть какая-то стратегическая линия? Вот что мы можем вырулить? Откуда, да, вот, откуда как бы черпать данные для того, что будет дальше? Для того, чтобы сделать какие-то прогнозы? На 1 месяц отложил Трамп визит в Китай. Вот это, наверное, самый главный показатель, как у него дела обстоят на Ближнем Востоке. Вы на финале сказали то, что надо было, наверное, сначала, потому что это самый главный итог. Ну да, чисто хронологически в ходе мысли, которую вы обрисовали, это действительно вот так уже замостили, что называется, что на месяц откладывается. Слушайте, по поводу этих там 5 пальчиков этой кофейни, нашлись вообще-то вредные ребята по поводу Нетаньяху, которые приблизили вот эту запись, и оказалось, что на чеке видна дата, и дата это какого-то февраля 2024 года, то ли что-нибудь такое. То есть запись может быть и настоящая, не будем там придираться, возможно ли это сварганить на искусственном интеллектуальном уровне. А вот дата там на чеке, они там не доподчаманили, так что вопрос продолжает оставаться. Вы совершенно правы, неизвестно, где и в каком здравии, в какой целости и сохранности находится руководитель государства Израиля, обетованной земли богоизбранного народа, и где и в каком состоянии, насыпном, разумном или вообще-то растениеподобном состоянии находится Муджтаба Хаменеи. Вопрос в том, что если с Нетаньяху проблема, но для израильского государства эта проблема, скажем так, более серьезная, чем если проблема с Муджтабой. Потому что Муджтаба это в нашем привычном понимании это первый человек государства. В конструкции иранского государства это совершенно не обязательно какой-то, ну, скажем так, незаменимый компонент структуры власти. Как избрали одного, так изберут и другого. Избирателей достаточно много, избираемых тоже достаточно много. И, кроме того, у них есть децентрализованная мозаичная система уже управления
если это можно назвать управлением военных действий, в чем она заключается? Ну, очень коротко так. У каждого руководителя военного подразделения, неважно, генерал, корпус войска, либо там ротный командир, либо там командир расчета, есть конверт. В этом конверте, если ты потеряешь связь с твоим прямым военным руководством, его убили, там неважно, что случилось, вскрываешь этот конверт. В этом конверте есть список твоих целей, которые ты долбишь, пока у тебя есть чем, пока не восстановишь контакт с новым руководством, которое должно появиться. Пока у тебя есть боеприпасы, на твой лад и усмотрение, ты лупишь по этим целям. Поэтому уберут муштабу, не уберут муштабу, жив он, недоживой. Ну вот Даже смотрите, мы в прямом эфире сейчас, Пламенно, и сообщает Кац, ну, не тот, который предлагает сдаться, а тот, который... Израиль Кац, министр обороны. Руководит обороной, не войной, а обороной Израиля, что Лариджани ликвидирован. Была попытка еще нескольких, но там под вопросом, непонятно, ликвидировали или нет. То есть Израиль продолжает, собственно, вот так себя вести. Ну и как бы ликвидация Лариджани – это серьезный, конечно, удар. Тут без вопросов, потому что это все-таки совет иранский. То есть Израиль продолжает вести именно вот эту линию, да, стратегическую линию на уничтожение. Поэтому тема с 5 пальцами как бы не раскрыта. Пламен. Совершенно правильно. Я принимаю сразу это уговор. И теперь на главный важный вопрос. Если вообще-то плана Б у Трампа? Англосаксы всегда были людьми очень системными. То есть у них есть план А и план Б. А чаще всего, когда речь идет о военных делах, обязательно должен быть даже и план С. Если план А, это был Блицкриг, и у Блицкрига есть 3 реперные точки, которые, если ты в рамках этих 3 реперных точек ты все не выполнил, ты вообще-то впал в просак, и вообще-то тебя трясина уже, ну, понятное дело, поглотит. Это 3, 9, 10 и 90 дней. До 3-го дня ты должен сломить, скажем так, военную силу, ПВО и все остальное, и руководство по возможности. До 10-го дня ты должен обеспечить уже разрушение телекоммуникаций, физическое руководство и боеспособность войск. И до 90-го дня ты должен уже прийти к финальному варианту, то есть к выполнению цели своей, а именно навязать свою волю противника. И совершенно очевидно, что у Трампа с этим не получается ни по поводу одного, ни по поводу второго, ни по поводу третьего. Первые 2 уже прошли. А теперь вы говорите, он их приглашает. Слушайте, ну, когда Америка, то бишь республиканцы, то бишь овальный кабинет, и Израиль приняли решение делать то, что это уже сделано, у каждого из них были определенные, скажем так, бенефиты, которые они хотели получить. Израиль хотел получить безопасность, грубо говоря, выдернуть зубы и ногти и политическую волю Ирана, чтобы они больше их не угрожали, не вредничали, и сделать так, чтобы они Иран был политически и военным образом кастрирован для того, чтобы он действительно не смог больше угрожать государству Израиль. И это давало бы, ну, там на шевроны, на рукавах мы смотрим, у государства Израиль какие-то мечты сбываются, что называется, наверное, переходим к плану Великого Израиля от Нила до Ефрата. Карта Великого Израиля применялась на шевроны, на рукавах армии обороны Израиля в этой войне, поэтому предположительно это была их цель, Израиль. Какова была цель Америки? То есть Израиль, я имею в виду, что Израилю понятно, зачем они вошли в эту заварушку. Понятно, что они хотят получить, понятно, почему они выкладываются, понятно, почему они стоят рядом с Америкой. Хотя есть и мнение, что Америка стоит рядом с Израилем. Что хотел получить Трампуш? Трампуш хотел после успешного, скажем так, ну, перенаправление венесуэльской нефти не в сторону Китая, уже под контролем США, хотел и иранскую нефть и газ пересечь и перенаправить полностью в сторону Америки, чтобы Китай приготовить к варке, чтобы его аукус потом сварили более удобно. То есть деэнергизировать дешевыми энергоисточниками, фосильными энергоисточниками Китай. И он считал, что раз здесь рядом Израиль, раз все это, мы это все забираем.
Оказывается, он не может вместе с Израилем это сделать, потому что уничтожив ПВО, да, уничтожив авиацию противника, да, уничтожив политическое и военное руководство на уровне 48 сначала, потом 50 с чем-то сейчас, как вы говорите, да, это сделано, но это ничего не дает. Уничтожив военно-морские силы противника, это да, сделано. А вот на наземной операции ничего не получается, потому что Ормузский пролив, еще раз напоминаю, на карты не надо смотреть, на карты можете увидеть только техническую ширину в самом узком месте, это 38 километров. Хотя это подводит, потому что для того, чтобы глубоководные большие танкера могли пройти, единственное возможное место – это узенько меньше 3 километров. В эти меньше 3 километров, которые прилегают ближайшим образом, облизывающим, можно сказать, именно иранские берега, могут провести этих танкеров единственно и только иранские лоцманы. И даже если там у тебя на морях есть там доминация и все остальное, с берега достать те, которые пытаются с иранского берега достать их, это легче и проще простого. Поэтому для того, чтобы ты обеспечил нормальный проход, пропускательную способность Ормузского пролива, ты должен десантную операцию наземную сделать глубиной минимум 20, а по-хорошему 40 километров и длиной на весь Ормузский пролив километров 50. То есть километров вы же 50 видели бывшего, по-моему, по обороне, да, там, товарища, который предлагал, а давайте ядерными бомбами пробьем через дружественную страну несколько ударов, и будет 12, и глубоко. 12 атомных ударов. Нет Грингрич, Нют Грингрич, неважно. Нют, да, этот сенатор, он это предлагает. Я думаю, что шейхи Абу-Даби и Дубай, они в восторге. Я думаю, что и саудовские шейхи, они тоже в восторге. Так и вы же понимаете, они в том положении, что вот сейчас мы столкнулись на самом деле глобально с очень интересным феноменом того, как себя ведет Трамп. Да плевать, кто что думает. Понятно, что это все утрированная история. Давайте нанесем там ядерные удары, пробьем этот пролив, и будет течь будет... так сказать, в общем, куда надо. Через дружественную страну. И Иран останется с носом и со своим этим перешейком, узким коридором. Понятно, что это все утрированная история. Однако никого, Трампа не волнует, что думают другие. Ровно так же он поговорил с французами. Одни там прибалты, конечно, рвутся в бой и говорят, мы готовы разблокировать Ормузский пролив, мы очень мощная страна в этом плане, поможем, чем можем. Все наши 3 солдата отправятся тотчас же, как только попросит США. Понимаете? И Украина, которая вот сейчас Зеленский, который день подряд один в один повторяет то же самое, что вот у нас там есть какие-то технологии, мы хотим, он включается, демонстрирует. А Трамп ему отворот-поворот по щекам отхлестал, говорит, последний, в чьей помощи мы нуждаемся, это Зеленский. Это ключевое слово. Последний человек, к которому я обращусь, это Зеленский. Это указывает четко на отношения. Простите, пожалуйста, что перевел. Так, понимаете, в этом-то и проблема, что Трампу плевать, что там подумают монархии, что там подумают европейские партнеры. Все, давай авианосец, давай ПВО, давай все оружие, все вперед из песни. И НАТО просто, скажем так, раскалывается. Сейчас мы это видим воочию. Как это отразится на войне в Украине? Давайте мы перейдем и на войну на территории многострадальной Украины, но до этого хотел просто закончить свою мысль. Трамп обращается к этим европейским и натовским структурам, но он не может им абсолютно ничего предложить, потому что он хотел это забрать. То есть им вообще ничего не будет. И во-вторых, самое главное, кто сейчас формирует повестку в Европейском Союзе и в европейских странах НАТО? Повестку, то бишь тон для песни, дают британцы, демократическая партия США, которая не одобряет то, что Трамп делает. Соответственно, поддержка от этих ребят дождаться не приходится, и это невозможно. Соответственно, Трамп остается один. Один это означает, что если ты удалил с этого региона свои 47 солдат, которые были в этих множественных американских баз,
пытаешься здесь привести какой-то Триполи, где предположительно от 2 до 5 тысяч морпехов, с этими от 2 до 5 тысяч морпехов ты обеспечить Ормузский пролив 50 километров длиной на 20 километров как минимум глубины ты не можешь. Захватить порт Бандера-Бас, который главный ключ, один из главных акупунктурных точек, не можешь. Захватить остров Харк можешь, но удержать не можешь. Справка остров Змеиный. Не можешь захватить Кингамское нефтехранилище, которое в городе Абадане, самая большая рафинерия, и удержать не можешь. Тебе нужны от 120 до 150, причем будут потери. И самое главное, самая страшная потеря, вы говорите, Трампу наплевать на мнение монархии. Даже если монархи сразу согласились бы, это требует технологического времени, которого у Трампа просто нет, раз. И во-вторых, а вы видели прейскурант на газозаправках, например, в Калифорнии? 8 с чем-то баксов за галлон. В переводе это 1,92 или 1,97 евро за литр. Американцы своими большими авто, которые жрут 15-25, что называется, на месте, на 100 километров, они такие цены не видели. И с этими ценами они долго мириться не будут. Гнев народный, причем это не в бытовом только смысле, как мне идти на работу или как мне вообще-то гулять, а просто и вся логистика там. Все эти большие там грузовики, фуры, маки, которые жрут под 40, а то и выше, потому что вот это самое, ну все меняется, что называется, и долго на это Америка не пойдет. И как это отразится на войне в Украине, знаете, у меня есть гипотеза. Зеленский, когда послушался рекомендаций Стармера 2 марта, а Зеленский выступил 3, 9 там их отправили, сейчас не будем опять это повторять. Скорее всего, он собирается продать вот эти военные квалификации, опыт и услуги за те деньги, которые, например, сейчас Словакии и Венгрии не даются, причем в виде займа Европейского Союза. Займ это означает обеспечение, займ это означает нужно вернуть, и займ это означает вернуть нужно с процентами. Когда-нибудь, как-нибудь, но вернуть надо. А если сейчас с этими украинскими дронами, дроноводами и так далее и тому подобное, они в виде палочки, выручалочки Гарри Поттера, туда можно их в самый нужный момент, причем к самым платежеспособным, скажем так, клиентам продать за вот примерно такие деньги, то как продолжится украинская война, обе эти войны сейчас в тупике. Только что обсудили, почему Персидская, там Персидского залива война в тупике, причем убийственный для Трампа. И у Трампа я не вижу, какие козырные карты, поэтому он и отложил, конечно, эту встречу. Пусть ларинджани, пусть всех, половину толпы перебьют. Не могут они это сделать, не могут физически. А вот по поводу украинской войны, если Зеленскому действительно удастся заполучить энное количество, десятки миллиардов евро за вот эти военные услуги украинских дронов, дроноводов и так далее и тому подобное, то украинские вооруженные силы, ВСУ, что называется, они уже почти отвоевали Днепропетровскую область. Там дела для российских вооруженных сил очень невкусно. А на остальные, скажем так, направления, там, где есть прогресс для российских вооруженных сил, вчера я читал, но измеряется в лучшем случае десятками метрами. То есть, это даже не сотни метров, или не сотку метров, а десятками метрами. Причем, это огромная сплошная условность, что для украинских вооруженных сил, что для российских, потому что Украина нарастила количество дронов кратно за последние 2-3 месяца. Откуда это взялось, либо как они это организовали, пока что является тайной для широкой общественности, по крайней мере, для нас с вами. Но, тем не менее, факт есть факт. Дешевых и много FPV, которые раньше приходилось от 4 до 7, максимум до 11 на одного штурмовика, сейчас приходится десятки на одного штурмовика. Соответственно, и украинцы, и русские пытаются заниматься флаговтыкством для того, чтобы где-то как-то отметить какую-то динамику. Нет, смотрите, Пламен, вы понимаете, в чем дело? Вот этих продвижений особо никто не ощутил. Вообще, вот в этой истории, вот это прям очень интересно. Вот фронт, все как-то о нем забыли. Фронт там где-то там, понимаете? И вот эти все великие победы куются из действительно там 10 метров туда, 10 метров оттуда, из флажка там, флажка здесь.
Да? Тут другой интересен подход. Значит, тут же роботов-гуманоидов Зеленскому передают. То есть Зеленский у нас на передовой войны говорит: страны, монархи Персидского залива, давайте все ко мне. Говорит: я хочу встретиться с Трампом, чтобы мы обсудили, потому что у нас передовой опыт. Но его передовой опыт – это, наверное, как организовать какую-то базу тестирования тех или иных решений. Понимаете? Ну, то есть, смотрите, вот два эпизода за последние дни. Эпизод первый. Да, 2 гуманоидов передали ВСУ. Все. То есть, теперь в электронике будут как бы противостоять и освобождать границы 91 года. Окей. И второй эпизод. Странный дрон. Какой-то похож на Ланцет, не похож. Сейчас там просто я разные читал варианты, да. Тюнингованный. Это модернизированный Ланцет, поэтому не странный. Это Ланцет, но это очень докрученный, допиленный Ланцет. Простите, скобку закрываю. Который управляется искусственным интеллектом, выбирает цели сам. То есть некоторые пишут просто, что это не Ланцет. Ланцет — это просто раскрученная история. Это вот как бы параллельно Ланцету есть такая разработка российских дронов, да, и вот он уже как бы бьет по Майдану Независимости, обломки упали, все, вот, пожалуйста. То есть, понимаете, в чем дело? Украина превратилась в испытательный полигон. Поэтому тут плевать, на самом деле, кто там чего освободил и кто там что контролирует. Вопрос только в том, что будет испытано, что покажут. Ну, Зеленский пытается, как лучший торговец в мире, вот это вот продать. То есть продать беду, продать подороже, продать каких-то специалистов, которые там, конечно, без них никуда, но 3 группы, они, конечно, погоду сделают в противостоянии с Ираном. Но проблема в том, что этим всем занимаются и другие страны. И Иран занимается, и непосредственно, да, вот удар там по самому крупному газовому заводу, удар по нефтеперерабатывающим заводам, по транспортировке. То есть Трамп же как кричал: будьте посмелее, проходите через Ормузский пролив. Ну, сейчас так прикинули, посмотрели, сколько подбито танкеров, которые послушали Трампа, и как-то его особо... 14 уже, да. Особо слушать его, как-то, знаете, никто не хочет. Понимаете, в чем дело? Тут вопрос в другом. Понимаете, в чем дело? Сейчас вот тут как бы очень важен момент истины. Или сейчас, или никогда не завершать войну в Украине. Но мы приходим к тому, что никто не хочет ее завершать, потому что, ну а где ты еще такой классный полигон надыбаешь, где можно отправить каких-то полусырые какие-то разработки, а их будут с удовольствием тестировать. Вопрос просто, мы как бы с инженерной мыслью подходим к этому всему, или просто как бы тренировочная база? Мы гантеля, которую пытаются поднять выше головы, да, или винтик на этой гантеле, которая скрепляет блины, или мы атлет в этом всем передовом противостоянии? Что-то вот как бы к первому варианту больше склоняешься. Одно другого из того, что вы перечислили, вообще не исключает, только там применяется и 3, и 4, кроме этих 2, которые вы. А по поводу ланцетов, которые искусственные, интеллектуальные, пока что доклад такой, что относительно неуспешно это было, всех сбили, грубо говоря, ничего такого сверхъестественного не было. Однако, даже если это так, хотя я сомневаюсь, что это так, ну, грубо говоря, без никакого успеха, но даже если на 100% это так, сам факт того, что российские технари уже начали заниматься этим вопросом, всегда первый блинковым, что называется, но потом, если они действительно займутся этим делом всерьез, они это допилят и сделают это оружие действительно страшным. Я еще раз хочу вернуть и вас, и наших зрителей к романам Майкла Крайтона. Особенно роман, который по-русски издавался под названием «Жертва», по-английски это называется «Prey», то бишь «добыча», где речь шла о каких-то нанороботов, наноассемблеров, которые в виде роя, в виде тумана пожирали и вообще-то занимались самостоятельно искусственно-коллективным там разумом и стали вести себя как хищник. Хищник против жертвы, против добычи. Здесь заметьте, что в этой технологической гонке, во-первых, выигрывает уже не тот, кто больше, и кто больше по количеству, больше по размерам и больше по количеству, а выигрывает тот, кто быстрее внедряет какое-то технологическое новшество, которое сводит на нет количественные преимущества, либо другие преимущества противника. И удивительная такая закономерность наблюдается в этой войне, которая, по-моему, вы правильно сказали, это полигон, и этот ценнейший полигон, конечно, все будут стараться сохранить и использовать, что
маленькое и дешевое побеждает большого и дорогого, более навороченного. То есть для того, чтобы решить вопрос, например, с этими там патриотами, Российская Федерация пользуется кратно на порядок более дешевыми сначала шахедами, потом Геранями-1, потом Герань-2, потом Герань-3 и так далее. И этими патриотами, этими ТАДами, этими вообще-то ракетами не напасешься и ПВО не обеспечишь. И чем больше Герани, тем меньше патриот-ракеты вообще-то системы Patriot обесмысливаются. Соответственно, и обратное действительно. У России есть вот эти Герани. У Украины есть и FPV-шек. Даже если Герани свое дело сделали, ты свою пехоту туда не отправишь, потому что вот эти маленькие, вредные, ужасные, смертоносные FPV-шки в огромном количестве, они вообще-то делают занавес перед твоей войской, и туда не ротацию сделать микромаленькими группами по 2 человека и так далее. Все равно не протеснешься ни с той, ни с другой стороны. Страшное будет, знаете, когда? Страшное будет, когда найдется что-то еще меньше, который будет воевать с FPV-шками, и когда будет еще меньше, который будет воевать с этим, который все еще нет. Потому что в этой войне мы обсуждаем то, что не было в начале войны, не было даже к концу первого года, даже не было к концу второго года, и даже еле-еле появлялось, скажем так, в середине третьего года войны, а мы сейчас находимся в 5-м годе войны. Поэтому здесь чем больше микронизации и дешевизации этих дронов будет идти, тем страшнее все это будет, потому что личный состав, ну не то, что исчезнет его значение, оно будет уменьшаться, и смертельность для этого личного состава, что с той, что с другой стороны, будет только увеличиваться. И не будет никакая линия фронта. Будет расширяющаяся килл-зона, которая зависит, ширина ее, от количества, скажем так, энергоемкости микробатареи, которые отправляют вот этот микродрон. Хорошо, да, хорошо. Как люди будут жить в этом всем? Не будут. Ну вот смотрите, мы потеряли на самом деле главное, мы потеряли, а что такое вообще страна? Да, вот я почему вот опляшу и кручусь вокруг Ирана, да, потому что это же четко показательно. А что из себя представляет государство? Это что такое? Это кто? То есть это люди, которые там подвержены определенной идеологии и готовы там за нее умирать, например, да, вот так, например, ну, на какой-то территории. То есть международная граница, нерушимость их, ну, как бы попрано, до свидания. Там принцип голубой крови, давайте не убивать лидеров, попрано, убивают. То есть это все не про украинскую войну в чистом виде. Украинская война исключительно выглядит как вот этот полигон, о котором вы сказали, с расширяющейся килл-зоной, ну вот так это все будет. Но к чему это приведет? В Украине сейчас, ну вот я почему вот пляшу вокруг Ирана, но мы можем перебросить фокус внимания на Кубу. Там дружественный блэкаут. То есть я почему спрашиваю, почему люди, чего ждать людям? Дружественный блэкаут. Там, во-первых, землетрясение трухануло недавно, да, прошлой ночью. 4,7, да. Что за землетрясение? Тоже, понимаете, мы недостаточно специалисты, да, поэтому можно, конечно, говорить, что Земля уже как планета, да, ей уже осточертели люди, и вообще там есть прогнозы, что 26-й год везде будет трясти, даже там, где этого никто не ждет, потому что Земля будет как бы избавляться от этого паразита под названием человек. Это с одной стороны. Но с другой-то стороны, мы не понимаем природу многих землетрясений. То есть не шибко больших, но каких-то локальных, там, что это вообще происходит. Может, кто чего испытывает, понимаете? Вполне себе вероятно. Так вот, Куба. Да, люди, да все равно, как ты будешь жить. Человек, вот сейчас там блэкауты показывают Кубу, у них нет света. И Трамп рассуждает, ну, смотрите, захватим, можем по любви, можем, скажем так, силой, мы сейчас еще решаем, это как бы мы ее покорим. То есть Иран хотят поработить, да? Кубу хотят, я так понимаю, на сладкое оставить, да? Потому что если вдруг не получится ничего с Ираном, да, ну, чтобы на фоне там забранной Кубы было с чем ехать к тому же Си Цзиньпину. То есть вот и все международное право. Все эти вопросы, которые вы задали, а именно по поводу государств, границы и все остальное, они имели смысл до конца Третьей мировой войны, то бишь до конца Холодной войны, когда страны, политические границы и все институты, которые к этому применялись для сохранения, для соблюдения и для функционирования вот этих конфигураций под названием коллективной системы безопасности, под названием государства, не работали. После того, как
руководство Советского Союза самоудалилось, самосдалось и вообще-то выполнило ритуальное харакири политическое и присягнули, наверное, с халуя вот бывшего своего геополитического противника с надеждой на то, что их пустят хотя бы и на правах младших партнеров, либо, скажем так, обслугу в этом большом, на этом большом круглом столе решалов всего мира, а потом их выгнали вообще-то из помещений, за что они сейчас обижены, то после этого конструкции и конфигурации государства стали разрушаться абсолютно систематически, целенаправленно и планомерно. Сейчас мы имеем в виду войну, в которой границы государства имеют, скажем так, атовистический, рудиментарный такой характер. Это общий географический ориентир, но суть этой войны – это война глобалистов с изоляционистами за разные виды образа будущего мира, в которой каждая из этих конфигураций и идеологий, и описание вот этого образа будущего мира, они видят уничтожение и ликвидацию противника своего. И эта война, мировая четвертая, она уже еще раз, она не упирается, она не ведется за границей государств как таковых. Даже ресурсы имеют вторичное и третичное значение. И даже не кластер государств, военные союзы и политические союзы, они имеют уже вторичный и третичный характер, не более чем. И вот в этой войне, к концу этой войны, не раньше середины 30-х годов 21 века, 34-35 год как минимум, появится третий и четвертый актор, который чисто идеологически будет третьим и четвертым. И вполне вероятно, это будет какая-то мудрая обезьяна, которая на холме смотрит, как в долине дерутся два тигра, пока один тигр убьет другого. Нет, ну это какая-то сказка, понимаете, это какая-то легенда, что вот сейчас придет какая-то мудрая обезьяна и там чего-то вклинится и все перевернет. Мы же видим, что никто ничего не переворачивает, Пламен. Ну, вот вы вот, понимаете, вот хорошо. То есть, сейчас вот Зеленский дает интервью Нью-Йорк Пост и говорит, там же сакраментальные философские фразы. Говорит, значит, что, ну, во-первых, да, он говорит, я очень рад, что Украина – это не только та страна, которая только просит, а еще может что-то дать. Вот это все. Вот Россия готовится по 800 дронов в сутки запускать. Ну, вот это вот как бы программное интервью, он там беседует, вот это все как бы экспертно пытается подкрепить свои слова чем-то. Но он говорит о том, что война не так далеко, как кажется. Причем для всех. И иранская война, она сейчас затронула всех. И вот в Украине он пытается как бы пристроиться под это дело. Но по большому-то счету, вот, хорошо, что изменится в 30-х годах? До 30-х годов не так-то далеко. Понятно, что доживут не все, но давайте как бы тоже соизмерять позиции. То есть у нас не будет международного права, то есть будет какое-то, не знаю, большое правительство, которое закроется в кабинете, на нем будет табличка «Совет мира», и будут решать, чего какой стране делать, а чего не делать. То есть всех кто-то должен поработить и всеми управлять, как это, новый дивный мир получается. То есть какие предпосылки к тому, что в 30-м году, например, все закончится? Их не видно. Не к 30-му, а во второй половине 30-х. То есть не раньше 35-го, скорее всего, 38-9 года будет виден уже тот глобальный, а не региональный актор. Не факт, что это будет страна, это может быть и группа стран, опять же, чисто формально, которые будут являться не просто кандидатами, а кандидатами-доминаторами на Новой Ялте. Почему? Потому что, понимаете, в этой войне, в отличие от первой, второй, хорошо нам известной, и третьей, о которой мы постоянно забываем, потому что это специально было сделано так, чтобы мы об этом специально забывали, но она все равно совершилась, холодная, я имею в виду, война, то четвертой мировой войне нужно решать вопросы, которые предопределяются шестым технологическим укладом. Шестой технологический уклад – штука такая, в которой человеческое участие для производства любых изделий, мы, по-моему, это уже обсуждали, поэтому только напоминаю, будет не нужно. То есть там будет нужна энергия, причем много. Там будет нужно сокращение количества населения Земли от 7 до 11 раз, как минимум. Там не будет золотой миллиард, там будет золотой миллион, причем максимум. И там на этих стелах в Джорджии, которые недавно разбили, но зато десятилетия они там стояли, торчали, что называется, было указано, что всего населения Земли, а не Соединенных Штатов Америки, должно быть сведено до 500 миллионов, а не миллиарда. Да? Население Земли до 500 миллионов. То есть это ядерной войной не сделаешь, потому что любая война
естественно, предусматривает, что ты навязываешь свою волю противнику, и ты потом пользуешься определенными бенефитами, которые, если из-за радиационной, скажем так, не то что зимы, а это будет радиационное тысячелетие, ты иначе пользоваться не сможешь. Поэтому ядерная компонента, безусловно, будет. Скорее всего, даже Трамп будет вынужден нанести как минимум тактический, а может и другой удар по Ирану, потому что Иран уже стал залогом существования государства американского как таковым, потому что провал для Трампа – это уже не просто провал для республиканской партии, это не просто провал для Трампа персонально, это провал, с которым Америка, ну, скажем так, сосуществовать и продолжать претендовать на гегемон. Это уже Акела промахнулся умноженное мегатонным образом. И с этим Акела уже будут все издеваться и будут пытаться его убить. Не просто с ним не будут считаться. Потому что, коли так, то внутреннее напряжение, которое было заложено еще в 2000, скажем так, 16, 17, 18 и 21, 22 года, там Black Lives Matter, вот эти там республики, которые там делали либеральные, вот эти черные там бунты, вот Defund the Police и все остальные. Вот эти внутренние напряжения, где в Америке на 350 миллионов населения есть 535 миллионов стволов легально и, наверное, не менее, чем еще столько же нелегально у этого населения, на случай, если им даже только поднимут процент на обслуживание кредитов и дебетов, а у них ужасная задолженность и домохозяйств, и людей вообще-то как Ну, таковы. вы противоречите себе. А как я? Ну, смотрите, вы говорите о том, что для Америки большой кризис в том, что цена на бензин выросла. Ну, там же никто не, как бы не грабит заправки, да, то есть, несмотря на все оружие. То есть, а тут вы говорите, Ключевое что... слово «пока». Ключевое слово «пока». Пока, потому что они ждут, что до конца марта Трамп либо должен победить, либо должен отойти. И тогда цены должны вернуться. Именно поэтому я недавно разговаривал с, кстати, вашим похожим земляком. По-моему, он уроженец города Киева. Молодой такой, светлая голова, не буду сейчас уточнять, можно найти на мой канал, если кому-то это интересно. Он следит за этими рынками, биржами и вообще-то криптовалютами и всем остальным. Он говорит, можете мне объяснить, почему рынки все еще не рухнули, хотя обрушение рынков не произошло, хотя все предпосылки, которые раньше даже из-за меньше, они реагировали сильно болезненно. Я ему сказал, я, конечно, не такой, ну, скажем так, профильный специалист, но я поделился своим личным мнением. Мое личное мнение, что они пока что придерживают свою реакцию до конца этого месяца. И вполне вероятно, сейчас у нас 17 число, вполне вероятно, что если Трамп уже отложил встречу с Си Цзиньпином, это означает, что Трамп не справится до конца этого месяца. И это означает, что неизвестно, когда и вообще справится ли он. Потому что если он на месяц уже это отложил, это означает, что потом может и на квартал это отложить. То есть есть полное непонимание, и рынки уже теперь могут начинать реагировать. В Европе, ну, сколько там, ну, примерно евро 70 с чем-то, евро 80 дистопливо. То есть, пока что ощутимый 20 с чем-то процентный скачок. В Америке первые 2 дня прыгнуло на 16%, а сейчас еще раз. Они такие цены не видели. 8 с чем-то баксов за галлон. Такого никогда. Когда было 5 баксов за галлон, прежние, скажем так, войны и военные конфликты. Опять рынок реагировал недавно, ну, пару-тройку лет назад нервно. Это была уже паника, это был уже большой напряг, и Байден достаточно оперативно тогда постарался врубить, ну, кое-как угомонить. И тогда вернулась на обычную свою стоимость. А сейчас 8. Сейчас 8, а финансовое состояние людей, мягко говоря, не сильно лучше, если не сказать прямо и честно. В Америке я имею в виду, я не имею в виду миллиардеров и триллионеров, я имею в виду обычных американцев, там, трудяги, все, которые там в этих живут, ну, у них хуже. И с этим топливом им не справиться. Они даже если захотят, они не могут. Просто там не продаются автомобили европейского типа, которые кушают 4, 5, 6 литров дистоплива. Такими маленькими движками вообще там их нет. Физически нет. И что? Сегодня пресса пишет очень интересное как бы размышление, украинская пресса. Ну, мы берем в кавычки это название, да. Значит, вчера Зеленский сделал заявление о том, что смотрите, мы как бы побеждаем, потому что мы сорвали планы на весеннее наступление Российской Федерации. Ну, вот такое сделал он заявление. И тут пытались как-то расширить этот момент. И сейчас вот гуляет по сети
раскачка, ну, по крайней мере, там все об этом пишут, так вот, все. Короче, будет Нарвская Народная Республика. И как бы Путин может сделать асимметричный шаг и вот параллельно с войной в Украине, да, запустить процесс там, ну, не знаю, какой-то самоидентификации части Эстонии, например, ну, вот, или какого-то приграничья, да, то есть и запустить этот процесс. Причем Нарва фигурирует все чаще и чаще. Да, и как бы здесь также все сопряжено с выборами в Венгрии, потому что сегодня на самом деле вроде бы такой же милый дедушка Кошта тоже Зеленскому передал привет. Говорит: ой, слушайте, мы так хорошо общаемся с Зеленским, такое у нас замечательное партнерство. Ну, не надо как бы нападать на лидера европейской страны, как бы но, Владимир, но. Ну, сделал это как бы так, знаете, с ухмылочкой, с таким как бы не очень таким резким тоном, что, мол, не надо нападать. И, мол, этот процесс, он тоже каким-то образом сопряжен и с энергокризисами, о котором мы говорили выше, и, собственно, со стратегией по Украине. Мол, ничего не получается у России в Украине по фронту, давай Прибалтику атакуем. Но выглядит как полный бред. Совсем недавно Лавров четко сказал, что все, как бы Киев самоустраняется с переговоров, мы будем решать вопрос на земле. Есть ли вот эта угроза, и если, допустим, ее физически нет, потому что, опять, все противоречат себе же. Тут нам рассказывают о том, как там, какой за 26-й год умопомрачительный ущерб Украина нанесла России. Ну, типа, дорого, да, там ударило, там, столько-то, это стоит, там, 100 миллиардов, еще чего-то. Тут нам рассказывают, как Россия слаба и немощна, ничего не может, а тут нам говорят, что она прям на Нарву нападет, понимаете, параллельно с тем, что посмотрят, выиграет Орбан или не выиграет, и причем это все готовится вот конкретно на эту весну. То есть такая русская весна в Прибалтике. Что вы думаете по поводу этого? Слушайте, есть выборопад в этом году. Выборопад конкретный. 12-го это выборы в Венгрии, 19-го выборы в Болгарии, опять досрочные, опять нервотрепные. Так что по поводу Нарвской республики, которая напротив Ивангорода. Ну, даешь на Нарвский пригород Ивангорода, что называется. На мой взгляд, это настолько дико и глупо, что вполне вероятно это будет реализовано. Потому что с точки зрения Кремля, если ты хочешь направить взор действительно в сторону стран Балтии, что на самом деле следовало бы сделать десятилетия назад. Потому что все эти основания, которые обусловили СВО 22 года, что угнетают русских, угнетают русский язык, не дают русским быть людьми, что нужно демилитаризировать, денацифицировать, все то в полном объеме, только сильно раньше и сильно хуже применялось во всех этих странах Балтии, только их никто не стал освобождать и наводить порядок с этими целями СВО. Там у русских, я лично здесь, в Димитровграде, ко мне приезжали ребята из Риги, из Латвии, что называется, 2 русских и 1 болгарин, который уже 50 лет там живет в этой Риге. И они мне лично, русские ребята из Риги, показали свои паспорта. Там написано на каждой страничке в верхней левой части «Альянс». Альянс крупными буковками. Что это означает, я их стал спрашивать, потому что мне это как инопланетянин вообще-то по-английски прозвучало. Они мне объяснили. У нас, сказать, что нет гражданства, наверное, сложновато, но у нас нет права избирать, у нас нет права быть избираемым, у нас нет права занимать любые общественные должности, у нас вообще никаких прав, кроме как платить налоги, и существовать там нет. То есть они не то, что люди второго сорта, они практически недолюди с гражданственной точки зрения. И ничего, Россия вообще никак. Ничего не делал. Если хочешь что-то отдельное сделать в сторону стран Балтии, ты должен сначала разобраться с Литвой для того, чтобы прорубить Сувалский коридор к Калининграду, потому что Калининград действительно возьмут там в тисках, блокаду, и плохо все будет, и вообще-то репутационный щелбан Путину по носу будет, и что потом с этим делать?
вместо самой левой республикой, то бишь Литвы, ну, чисто так, с военно-технической, с военно-логической точки зрения, ты начинаешь угрожать и планировать какую-то историю, какую-то Нарву. Ну, не то, что нельзя, ну как-то телегу перед лошадью, что ли, ставить. И если ты хочешь действительно денацифицировать, демилитаризировать и угнетателей русских людей вообще-то навести порядок, что называется, с ними, ты должен заниматься, Латвией там займешься, потому что в Латвии есть Клайпеда. А Клайпеда – это самый стратегический порт Балтийского моря, ради которого Гитлер вообще-то эти территории приоритетнейшим образом и скорейшим образом по времени захватывал, потому что логистика – это, скажем так, залог успеха любой войны. Другого такого большого значимого порта, как Клайпеда, нет. Поэтому, если так по логику вещей, надо было либо сначала Литву, потом Латвию и только потом с Эстонией, либо хотя бы сначала Латвию, потом, чтобы держать, скажем так, в разумном состоянии Литвы, чтобы не заблокировали, что называется, Калининградскую область, и только тогда к Эстонии. А нет, эти ребята, они титаны, это многоходовочек, вообще-то все идет по плану, что называется, мы еще не начинали, гениальный геополитик и геошахматист всех времен и народов, но они опять асимметрическое, нестандартное там предложили. И поскольку это дикость дичайшая, вполне вероятно, это будет сделано. Я не знаю, как это комментировать, честное слово. Нет, вы понимаете, в чем дело? Тут же сейчас надо делать оговорки. Многоходовочки, всех победили, всех переиграли. Это про Трампа или про Путина или про кого? То есть мы же видим четко, как совпадают определенные речи. Но с другой стороны, а зачем в России блокируют Телеграм? Зачем? Сегодня там разошлись новости, что 80%, теперь и сообщения будут позже доходить. В общем, разгоняют эту тему. Если с точки зрения политической, это, конечно, невыгодно многим. То есть там скандал в ЛДПР был и так далее. Но с точки зрения функциональной, тогда это, если не все, кое-что объясняет. Что, в общем-то, все пойдет совершенно по другому геополитическому сценарию. Александр, вы, по-моему, слишком любезно предполагаете то, чего там нет на пустом месте, просто потому, что делаете генеральную ошибку рассуждать как нормальный человек, а там нормальных нет просто. Вы ищете какое-то разумное объяснение отключения Телеграма. Такого нет. Раз мы не можем сделать что-то конкурентное, и Макс не догоняет Телеграма, мы просто Телеграма зарубим. А можете ли вы его зарубить? А это не первая попытка. На самом деле не получается. И не получится. И еще раз сядут большой грязной попой в большую грязную лужу. Если им это нравится, это кто мы такие, чтобы им в этом помещать? Мало того, что Телеграм, в Москве интернета нет. Электронную почту нельзя отправить. Почему? Потому что, видите ли, там плохие, ужасные, страшные террористы пользуются интернетом. Да, серьезно. А вот эти плохие, ужасные террористы... Москву третьи сутки там дроны атакуют. По Москве летят, и по и по Киеву летят дроны, и по Киеву летят дроны. Кто-то отрубал там Телеграм, либо интернет по Киеву, которые дроны летают. Вчера утром, третьи сутки, вы правы, в сутки 295 дронов, вернее, в сторону Москвы, они до Москвы, конечно, не доехали, потому что там многослойная защита Москвы все равно работает, без вариантов. А на территории Украины там тоже по 200 с чем-то. Вопрос в том, что год назад мы с вами, в том числе здесь, обсуждали, что Российская Федерация за последние несколько месяцев наращивает достаточно бурно и явно количество дронов, с которыми нападают, наносят удары, и 200, 300, 400, 500, 600, 700. И мы прогнозировали, что к концу осени 2025 года Российская Федерация выйдет за рубеж 1000 с чем-то дронов в день. Соответственно, ПВО Украины не справится, и следовало бы ожидать уже другие результаты, что называется качественный рывок или прорыв, или изменение, скажем так, приход к столу для подписания перемирия, как минимум, ради всего этого. А что-то вот это количество как-то не сильно так увеличивается. Давно не видно 600-700, да. А вот украинские дроны, где-то 2 дня назад было 600 с чем-то в рамках сутки, из которых, вы правильно сказали, 200 с чем-то в сторону Москвы. Как это получилось, что те, у которых было и по времени, и с белыми фигурами шахмата играли, и технологическое преимущество, и производственные мощности, глубокий тыл там, что называется, можно было это поставить масштабировать как положено,
внезапно потеряли вот это количественное преимущество, дали время противниковой стороне. Хотя Трамп не помогает, Трамп деньги не дает, Трамп патроны не дает, Трамп снаряды не дает, Трамп ничего не дает, продает только европейцам. То есть обеспечено максимально, ну скажем так, благоприятные условия со стороны Америки. Это не то, что времена Байдена, когда закидывали Украине все равно меньше, чем она просила, но все равно в десятки раз больше, чем Трамп дает. А нет, сейчас оказывается у Украины больше дронов. Но это означает, что кто-то где-то на уровне разведки, на уровне технологий, на уровне военно-мобилизационной экономики, на уровне принятия решений, на уровне осуществления этих решений у Кремля, мягко говоря, не маленькая беда. Не маленькая беда, потому что если ты был впереди и ожидалось буквально пару-тройку месяцев, довести дело до этого самого, а потом ты решил сделать передышку, и за эту передышку противник твой тебя догнал, обогнал, и сейчас мы обсуждаем сотни дронов в сторону Москвы. Если первый раз их отразили, это не означает, что в следующий раз будут не сотни, а больше тысячи. И их тоже не будут тунинговать, как Ланцет тунинганули и сделали искусственной интеллектуальной вообще-то прошивкой. Так, у нас тут приходят новости, значит, их нужно обсудить и подвести итоги нашего сегодняшнего вопроса. Новости как бы интересные. Но опять-таки мы в достоверности пока что не уверены. Значит, тут же вот последний час-два, да, Кац говорит о том, что ликвидирована Лия Лариджани, это секретарь Совета нацбезопасности Ирана. Но вот он, объявленный убитым Цахал, публикует пост. Память о моряках фрегата Айрис Дэна. Значит, память о них всегда будет жить в сердце иранского народа. Эти жертвы укрепят основы армии Исламской Республики на долгие годы в структуры вооруженных сил. Прошу Всевышнего даровать этим дорогим мученикам высокие степени в загробной жизни. И это свершилось уже после, да, вот этого объявления его ликвидации. Интересно. Безусловно, интересно. Однако, понимаете, мы рассуждаем все-таки в наших стереотипах, в наших парадигмах и в нашей системе координат, которая в Иране не существует. У них коллективный разум. Могут убить Лариджани, могут убить 5 Лариджани, могут убить 10 Лариджани. У них есть всегда заместители, у них 90 миллионов, у них сотни аятол, может быть и более чем сотни, я не знаю, может по 1000. Поэтому они всегда найдут вариант собраться и избрать, назначить, конверты включить. Вот вам запасной вариант. Если командира уничтожили, вот тебе список целей, действуй и сопротивляйся, и стреляй из чего у тебя есть. Все остальное мы сделаем, у нас коллективный разум. И это нам неведомо, Александр. Мы даже себе представить это в российской, в болгарской армии, к сожалению, ситуация такова, что если ты не получил приказ и даже разрешение, даже если ты видишь противника, как на тебя наезжает, ты типа не имеешь права самодеятельностью заниматься. Что действительно сыграло очень плохую, это даже не шутку, но в начале Великой Отечественной войны, потому и вот это там чудо там приказ, типа не поддаваться на провокации, и немцы идут, а ты не можешь стрелять, потому что иначе нарушение приказа, что называется, глупость, конечно, окончена. В израильской армии, в американской армии и в иранской армии, как вы видите, такого нет. Если у тебя есть командир тебе сказал, вот тебе точка, вот тебе задача, вот тебе ресурсы. Если ты видишь ситуацию и считаешь, что времени у тебя мало, не надо мне звонить и спрашивать. Начинаешь действовать, и потом звонишь и спрашиваешь, и мы это будем координировать. А если вообще командира у тебя нет, вот тебе конверт, решай, действуй. Убили Лариджани. У Лариджани тоже были 3-4 заместителя. Они этим делом займутся. Они люди, которые, для них вот этот вид смерти мученический, это статус выше, это мотивация больше для народа. Если мы как-то печалимся и, скажем так, падаем духом, когда нам сказали, ой, царь мертвый, что говорят британские вот эти католические, король умер, да здравствует король. Потому что у них всегда есть запасной король. Какой-то там другой. А у нас царь умер, ужас какой-то и беда всенародная. У нас, к сожалению, с этим есть проблемы. И поэтому мы их понять не можем. Обсуждать это, конечно, стоит. Убили Лариджани. Это весомая, видимая фигура даже, что называется. Но от этого ничего не изменится для Трампа. Никак не приблизится вот это его желаемый результат. Ни на секундочку. Итоги опроса. Полетят ли иранские ракеты по Украине? 12% уже летят, дроны точно. 21% все равно.
31% нет, но по партнерам НАТО полетят. И 36% да, Зеленский допросится. Вот такие итоги мы имеем. Что скажете? Все таки думают, что Зеленский допросится. Ракет еще и с иранской стороны. Ну, пока что не допросится, хотя по факту, да, скорее всего, меня умиляют вот эти 21%. 21% это вообще-то, ребятки, второй ответ, который вы зачитали. Не, шутки в сторону. Я уверен, что по поводу этих ракет сейчас, если все пусковые установки и сами ракеты там с производством есть какие-то, наверное, трудности в самом Иране, Китай и Россия к этому подключатся. Они будут это монтировать, производить, доставлять определенным путем, и потом этим Иран будет пользоваться на территории Ирана. Конечно, не будут запускаться с территории Китая, Пакистана, либо России, либо Каспия, но будут делаться, вне территории, куда удары идут. Так что израильские и американские дроны будут караулить и будут следить за всем этим. Но вот эти производственные и другие сборочные деятельности, скорее всего, будут вынесены, вне территории Ирана. Некоторые из них ключевые, что называется. Вопросы, давайте к ним перейдем. Вопросы, которые оставили заблаговременно, потом подключаем чат трансляции, как говорится, да, как по команде. Клуб зрителей Шелеста. Вопрос Пламену от Анны. Смотрю эфир не сначала. Нетаньяху-то вообще жив? Что слышно об этом в европейских СМИ? Вот в Болгарии что пишут? Живой Нетаньяху или не живой? И, кстати, подобные вопросы есть тоже и в сообществе YouTube. У него там то 6 пальцев, то случай с кофе. В другом ролике у него меняется число зубов в новом ролике. Оксана пишет, у него кольцо на пальце то есть, то нету. Что в итоге с Биби? А по поводу количества дронов Украины, так это Британия передала им 3500 дронов. Пока Биби Нетаньяху не выступит, держа в правой руке Jerusalem Post, в левой руке Times of Israel, где пальчиком указано на конкретное число сегодняшнего дня и не будет комментировать сегодняшние новости какие-то, именно конкретно сегодняшние, никто не поверит. Я обращался к русскоязычным и к болгароязычным израильтянам, благо есть такие знакомые, спрашивал, слушайте, вот видите, такие там слухи, искусственный интеллект, пальцы и вообще-то немножко не то, не так, что скажете? Они сказали, да сегодня мы его видели в новостях. Я сказал, вы уверены, что видели не консерву, а что конкретно он обсуждал вот эти сегодняшние события? Они говорят, мы так бегаем вообще-то по этим миклатам и по этим там мамадам прятаться, когда там, что, честно говоря, на эти подробности сильно не заостряли внимание. Нет, а если мы предположим, что, хорошо, он ликвидирован, Нетаньяху, но все равно же рано или поздно надо будет сказать, что его нет? Да. Куда Придется. он делся? Придется. По-любому, когда задерживают, либо врут по поводу кончины таких, скажем так, знаковых и значимых фигур, они это делают не для того, чтобы спрятать сам факт, а для того, чтобы выиграть время, для того, чтобы приготовиться к лучшему таймингу и к лучшей упаковке подачи вот этой новости. Понятное дело, пока Израиль тоже надеялись, что до конца марта все закончится, уже понятно, что не закончится, но надеялись, что до конца марта все закончится, наверное, они собирались отложить вот эту новость с Нетаньяху, показать его или рассказать и признать под конец, когда все будет более-менее. А сейчас Израиль, вы правы, кстати, вчера, когда я смотрел вот эти новости, я не видел ни один видос свежий с Нетаньяху. По поводу Нетаньяху были там какие-то разговоры с Зеленским, фотография была консерва, было совершенно очевидно. И потому что они ручкались, они не встречались, они это по телефону обсуждали. То есть новость была такая, что они по телефону это обсуждают, а показывают нам фотографию, что они ручкаются, как будто они где-то встречаются. А это, естественно, невозможно. Причем там Зеленский сказал, что «Ой», говорит, у меня есть что предложить Израилю есть что предложить нам. Такой какой-то, знаете, непонятный посыл. В общем, странно все это выглядело. Петр задает вопрос. Это как же надо любить Украину, чтобы не явиться на вручение тебе Оскара, а припереться в Киев? Явно понимаем, о ком идет речь. О Шон Пенне, собственно, говорит нам Петр. Во-первых, Шон Пен на самом деле прав. Шон Пен прав с точки зрения Шона Пена. Кстати, напоминаю, это сын тоже большого американского режиссера Артура Пена. Если кто-то забыл, тоже очень хорошие картины там делал. Это в скобку закрываем. Потому что они сделали кино анти-Трампа.
Причем сделали его очень качественно, очень так с нормальным, хорошим бюджетом. И когда сейчас их там награждают, это имеет... По таймингу это более важно. И для Шона Пена, и для тех, которые вручают эту награду. Поэтому сходить в Киев, ну, просто на весах, когда это ставить, что Киев вообще даже не может дернуть вот эти весы. Поэтому да. Ну, подождите, с одной стороны, там какой-то Оскар. Господи, сколько их там еще будет, этих Оскаров? Не да? первый, причем. А да, тут какой-то тут реальные деньги. То есть надо реально съездить. Там в баре фотографируется, и с Зеленским встречается. Поэтому тут знаете, Оскар, конечно, он хорошая штука, но... Наверное, там гонорар за поездку... Еще раз, дело не в Оскаре. Дело в Оскаре за конкретное кино, которое сейчас нужно раскручивать, и все хозяева, скажем так, Шона Пена и этого кино, и вообще-то режиссеры, и финансисты, и продуценты требуют от них, чтобы они были там в полном сборе, потому что есть политическое задание и ожидание выхлопа от этого же конкретного фильма. А за деньги Киева, а что, Киев откажется их заплатить, если он придет на 3-4 дня позже? Они что, прогул ему поставят или деньги меньше будут? Они все равно их отдадут. Добрый день. В случае войны НАТО против России, какая позиция будет у властей Болгарии, у болгарского народа, спрашивает пользователь. Диаметрально противоположно, если считать вот эти нынешние болгарские, так называемые, по сути, антиболгарские власти станут на словах на стороне против России. Однако болгарский народ будет спрашивать, когда вы нам оружие будете давать, потому что мы лучше знаем, в какую сторону направить эти стволы. Вы нам только оружие дайте, а дальше мы сами знаем, что с этим оружием делать. Поэтому на словах они займут, конечно, европейскую позицию. На деле, как Болгария не воевала ни в Первой, ни во Второй, ни в Третьей, конечно, мировой войне против России, так она и сейчас не будет воевать. В Первой мировой войне Россия воевала на территории Болгарии на 3 фронтах, но это на Балканах. Мы туда никого не отправляли, никто из наших там не воевал. В Второй мировой войне Болгария вообще не воевала, ни одного солдата. Царь наш, хотя он был немец, и с Гитлером разговаривал на своем родном языке, что называется. Он сказал: «Mein Führer, если я вам дам болгарскую армию, она перейдет вместе с военной музыкой на стороне русских. Вам это надо? Я не могу их остановить». Гитлер понял, что это ему, наверное, не надо, и перестал настаивать на вот такое. И после этого 2 недели спустя царь скончался. Здоровый вегетарианец, нормальный спортивный образ жизни, 47 лет мужику или 43, не помню сколько, но он быстренько скончался после этой последней встречи с Гитлером. Британцы позаботились об этом. Так, добрый день, Пламен. В России коалицию США и Израиля против Ирана называют коалицией Эпштейна. А как называют этот союз в Болгарии? Спасибо, Дмитрий. Так же, потому что даже Нью-Йорк Таймс сделали определенный статистический подсчет, что 90 с чем-то тысяч раз за первые 2 дня начала войны коалицию, как это самое, «Рык льва» и «Эпическую ярость» стали называть «Эпическая ярость Эпштейна», либо прямо коалицию Эпштейна. 90 с чем-то тысяч раз в Иксе. Соответственно, Илон Маск это вывел, эту циферку озвучил, даже если это неправда, не суть. И дальше у нас в Болгарии большинство населения с удовольствием пользуется именно этим определением. Угу. Пользователь пишет: прокомментируйте, пожалуйста, слова Лаврова о том, что будет добиваться целей на поле боя. Конечно, были такого рода высказывания, но абсолютно в другой форме. И еще хотелось бы услышать комментарии на слова Зеленского, который сказал, что нанесли ущерб в 2026 году на 100 миллиардов. Довольно внушительная сумма. То есть, еще одна мысль. Если попасть в параллельную реальность, к примеру, ЕС дали 90 ярдов, удалось каким-то образом добыть 500 тысяч новобранцев. ВСУ в моменте отбили 80% оккупированных территорий у России. А что на это скажет ядерная доктрина России? Я думаю, всего итог будет один. Победа на поле боя, вне зависимости от ситуации. Как вы на это смотрите? Ну, я соглашусь с финалом. Победа все равно будет на стороне России. Правда, это будет не сейчас, это будет не в этом году, и это будет не при Путине. Это может быть даже и не при нашей жизни. Поэтому эта братоубийственная война «Русские рубят русских» 21 века, к сожалению, скорее всего, продолжится еще долго. По поводу этих 100 миллиардов, которые Зеленский озвучил, как я вижу или слышу какие-то такие круглящие циферки, я сразу понимаю, что это чистый пропагандон, высосанный из пальцев ног в его конкретном даже случае, поэтому комментировать такие несерьезные вещи не стоит. По поводу слова Лаврова, Лавров серьезный человек, серьезный профессионал, серьезный мужик.
Однако вот эти словеса повторяли так долго и так часто, без соответствия результата, что они, к сожалению, тоже девальвировали. Если могли бы получить успех на поле боя, ну, получили бы, либо воспользовались. Были на то сотни возможностей и ситуаций. Первая, самая большая возможность, самое большое окно возможностей, это было с ноября 2023 года по конца марта 2024 года, когда Джозеф Байден ровно 4 с чем-то месяца не давал ни одного цента, ни одного патрона, ни одного снаряда, и Российская Федерация, пока это еще не было времена, скажем так, дронов в том смысле, как сегодня, вместо того, чтобы провести 2,5 миллиона мобилизацию и решить вопрос, пока есть количественное преимущество, сосали пальцы. Ну, вот так, аккуратненько. Медведь что сосал? Лапу сосал медведь. Лапу, да. Александр задает вопрос. Пламен, считаете ли вы, что страны Персидского залива, саудиты, АЭ, Оман, поступили как Украина с Россией, предали братский Иран и начали платить на своей земле базы США и стран НАТО, создали плацдарм для атаки на Иран, тем самым создав прямую угрозу безопасности Ирану? Кажется, есть прямая аналогия с Украиной, которая также начала стремиться в НАТО и платить у себя базы ЦРУ, о чем рассказывал глава украинской разведки военной Валерий Кондратюк. И это не считая учений с НАТО по отработке пусков по России и стратегической авиации США над Харьковом. Ну, если кому-то видна такая аналогия, я вижу больше различий, чем аналогии. Во-первых, Украина и Россия – это абсолютно единый народ с небольшими этнографическими, а не этническими различиями, причем только по поводу 3-4 областей, не более чем. Причем самая западная точка Украины, которая контачит с Польшей, называется Рава-Русская, а не Рава-Украинская, в конце концов. Там Ирина Верещук была мером, поэтому посмотрите на массу других, что называется, топонимов там, которые содержат в себе слово «русское», именно в самой западной Украине. Поэтому глупости. А арабы – это, мягко говоря, сильно различные от персов, и персы, арабов, ну, если не сказать, что не ненавидят, они их презирают слегка, вот так. Кроме того, арабы не встали против братов персов, потому что персы – это шииты, арабы – это сунниты. И, мягко говоря, это разницы более чувствительные, более болезненные, чем разницы между католиками и православными. То есть, для них это, мягко говоря, сильно различные. Третье. Арабы не принимали это решение соглашаться на то, чтобы у них были американские базы. По сути, эти американские базы – это военно-оккупационные базы, которые являются гарантом того, что арабы будут отдавать 9/10 своей нефти Америке просто так, вот так, а за эту 10-ю часть вот этой своей же арабской нефти, правда, американскими технологиями, они будут полновесными, полноценными участниками и соучастниками американской внешней политики, как региональной, так и глобальной, на уровне ОПЕК, на уровне цен, на уровне технологии, на уровне вооружения, на уровне всего остального. То есть, можно сказать, что арабские монархии, они являются подчиненными вассалами, не колониями, но вассалами, однозначно. Военно-оккупированными, причем вассалами. А Персия – это субъектная, суверенная страна. Поэтому здесь разница более чем существенная. Да, заглянем в чат трансляции. Вопрос Пламену. Вариант победы Трампа. Он сваливает с Ближнего Востока и, объявив монархии спонсорами терроризма, грабит монархии Ближнего Востока на активы и деньги, которые складывали в США с момента начала эпохи нефтедоллара. Как вам такой вариант? Ну, он настолько экзотичный, что вполне вероятно именно из-за экзотичности своей, потому что у Трампа стандартных, классических, здравомыслящих и более-менее таких рациональных решений, скорее всего, не осталось. Поэтому будет какая-то дикость. Вот эта дикость вполне вероятно, потому что, по крайней мере, она позволит ему, во-первых, уйти с какой-то добычей, с каким-то кушем. Вот эти монархи вообще не пикнут военным образом за то, что их ограбили и насиловали так грубиянски, что называется. Но это не решает один из главных вопросов Америки, то бишь Трампа, то бишь республиканской партии, а именно перекрыть газово-нефтяный воздух с Ирана в сторону Китая и заполучить его полностью в сторону Америки. Поэтому, да, это в качестве плана «Б», причем такого крайнего отчаяния, вполне вероятен. Но, опять же, даже если он это сделает, я не понимаю, как он откупорит, если можно так сказать, Ормузский пролив. Это не получится без наземной операции длиной 50 километров, глубиной не меньше 20, а по-хорошему 40. Для этого нужно от 120 до 150 тысяч
бойцов, причем с полной качественной поддержки, и при этом будут потери, с которыми он не может, грубо говоря, смириться и не может оправдать и объяснить Америке. Это так называемый неприемлемый ущерб, неприемлемые потери. Сухопутная наземная операция, она будет с потерями. Даже если она будет успешной, она будет с потерями, со свинцовыми гробами и так далее и тому подобное. И Арлингтонское кладбище окажется тесным, потому что будут не сотни, а скорее всего тысячи таких лучших сыновей, что называется, Америки. И Трамп, и позиция Трампа на это не выдержит, даже если будет победа. Да, победителей не судят, но в Америке еще как его судят. Ну, тут же нужен формат победы. Ну, как бы обозначить, что считать победой. А вообще осталось ли в мире безопасное место? Наталья спрашивает в чате. Да, Латинская Америка. Уругвай, так называемая латиноамериканская Европа. Аргентина, Уругвай, частично Парагвай, Чили. Это очень европейская страна, очень. Ну, некоторые части Бразилии, да. Вот осталось вот там, вот так. Угу. Значит, вот такой вопрос. Так. Ускакал от меня, улетел. Там бурно обсуждают, поэтому да, очень быстро. Почему? Вот, очень серьезный, кстати, вопрос. Пламену, почему, по вашему мнению, не вмешиваются инопланетяне, или они таки вмешиваются, но не напрямую? Ну, когда я говорю, что они не вмешиваются, я такое не припоминаю, потому что никогда никто об этом меня не спрашивал. Я читал почти все книги, которые были переведены по-русски либо по-болгарски Эриха фон Деникина, и считаю, ну, «Пусть земля будет ему пухом», недавно он скончался в очень достойном возрасте 90 с многих лет, что логика в его исследованиях и в его выводах и в его описаниях всех этих процессов есть. И считать, что мы единственные, скажем так, на планетарном, может быть, хотя вряд ли, но если мы считаем себя единственными разумными существами в нашей галактике либо в космосе, это считать, что есть только одна рыба в океане, потому что эта рыба, например, других рыб пока что не видит. Но это глупость, конечно. Поэтому все возможно. Так. Может, они вмешиваются. Тут пишут, Шелест, почему не задал мой вопрос? Анна, не увидел ваш вопрос. Значит, вопросов действительно много. Цензура! Да, цензура, да. Спасибо большое. Друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем эфире. Всем большой привет от нас. Ну, вот здесь вот... вот вопрос от Анны, который по поводу фикции, да. Переговоры России и Украины – это фикция, и она там добавляла еще, слово ключевое «теперь». Вот выскажитесь по поводу этого, пожалуйста. Теперь переговоры России и Украины – фикция? Ну, переговоры России и с Украиной фикции на март 26 года, но потом они неизбежно продолжатся, пусть и в середине 30-х годов 20 века. 21-го, простите. Поэтому без этого никак. Если появится лицо мужского политического пола то ли в Кремле, то ли в Киеве, например, скажем так, я часто повторяю, поэтому еще раз повторю, коротко, чтобы завершить. Из этих двух Владимиров я выбираю Александра, который Григорьевич. Так что, если появится аналог Александра Григорьевича, по возможности помоложе и по функциональному, но даже если именно такой, то дела пойдут в рамках полгода сильно более благоприятно в сторону прекращения, признания, посыпания голову пеплом, братанием и, надеюсь, в районе памятника «Три сестры» будет подписано все, что нужно подписать для того, чтобы это больше никогда не повторялось, по крайней мере, на нашем веку. Пламен Пасков был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы, господа офицеры, господа не пьющие, не офицеры, друзья, не друзья, враги, троллы и боты, вы тоже люди, понимаете, весенняя иногда уборка там приходится, как без этого, мы не со зла. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Обязательно проверьте колокольчик, черненький, уведомление, подписку, сделали, не сделали, а то будьте с нами, продолжение обязательно следует. Всего вам доброго. Друзья, всем большое спасибо, что побывали на этом эфире.
Напишите в комментариях, что думаете, оцените его. Спасибо большое за то, что возвращаетесь к нашим стримам. Шумите периодически, будем шуметь с вами, как только насколько громко, насколько это возможно. Самое главное, добра и света всем. Увидимся.